Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал, который называется Nordic Balance. Меня зовут Виктория Андерсон, и на моем канале мы говорим с вами о здоровье, о здоровом питании, об осознанном питании и, конечно же, о похудении. Будьте со мной до конца сегодня, мы с вами поговорим о том, как худеть во сне. Дорогие мои, почему-то большинство из нас думает, что мы тратим энергию именно днем, пока мы тренируемся, пока мы ходим, питаемся правильно и, естественно, тратим эту энергию. А на самом деле, пока мы спим, мы тратим где-то около 70 калорий в час. Только представьте себе, если у вас есть какие-то гаджеты типа Apple Watch или же другие какие-то шагомеры или часы, которые присоединены к вашему телефону, проснитесь однажды и посмотрите, какое количество калорий утром, вот только открыв глаза, вы потратили. Вы будете приятно удивлены. Будет где-то минус 390 калорий, может быть 420, и вроде бы вы спали и ничего такого не делали. Как здорово! А жиры сжигаются. Как же это происходит? Ну, теперь я, как всегда, расскажу все в мультиках, очень просто и доступно. Во-первых, спать нужно ложиться сегодня. То есть в тот день, в который вы проснулись, в тот же день нужно и лечь до 12. Самое такое оптимальное время для сна это будет где-то 10:30, ну 11. И после засыпания, где-то через часа полтора-два, начинает работать наш волшебный гормон, который называется соматотропный. Этот гормон, он вроде как прикреплен к жировой клетке. И когда мы спим, он начинает забирать из жировой клетки, именно внимание, все необходимые вещества для поддержания работы наших внутренних органов. То есть мы же, когда спим, сердце бьется, у нас работает печень и все другие органы. И важно помнить, что это происходит именно во время сна. Также, когда мы засыпаем, у нас идет выработка такого красивого гормона, который называется лептин. Этот гормон, он активирует все наши метаболические процессы, ускоряет, то есть обмен веществ и подавляет аппетит. А что же происходит, если мы не спим? Тогда наш организм пребывает в таком неком стрессе, и сахар в крови поднимается, и, соответственно, инсулин поднимается, а инсулин, вы знаете, это хороший такой ключик к жировой клетке. Соматотропный как бы забирает все из жировой клетки, да, а инсулин, наоборот, все тащит туда, в наше депо жировое. Еще также у нас при бодрствовании вырабатывается гормон грелин. Грелин, он всегда борется вместе с нашим лептином. Если лептин, он подавляет наш аппетит, то грелин, наоборот, возбуждает наш аппетит. Поэтому, друзья, нужно спать, ложиться именно, как я уже сказала, в нормальное время. Перед сном ни в коем случае не смотреть никаких ужастиков или не читать какие-то страшные истории, не смотреть никаких новостей, которые вас только, как сказать, возбуждают, и все равно вы не можете спасти мир, понимаете? Поэтому лучше все-таки позаботиться о своем здоровье, лечь вовремя спать и пребывать в таком хорошем, спокойном настроении. Обязательно проветривайте вашу комнату перед тем, как лечь спать. Почему? Опять такой секретик от Виктории. Когда мы ложимся в прохладное помещение, то наш организм еще больше затрачивает своей энергии для того, чтобы разогреть, потому что вам холодно, он тоже в таком неком стрессе пребывает, и вы потратите еще больше калорий. Обязательно ложитесь в темной комнате, то есть должно быть в комнате темно, потому как когда мы засыпаем в темном помещении, у нас вырабатывается еще один гормон, о котором мы с вами поговорим в следующий раз. Не пропустите, пожалуйста. Ну, для тех, кто работает в ночные смены, естественно, они должны пребывать и бодрствовать, а не спать ночью, да. Я записала отдельное видео, которое так и называется, я дам ссылочку обязательно на него, которая называется «Питание в ночные смены». Так что, дорогие мои, хотите худеть,
спите, крепко спите и можете какую-то музыку спокойную послушать перед сном, чтобы она вас настроила на сон, да? А еще лучше, я всегда всем своим ученикам говорю, перед сном, пожалуйста, похвалите себя хотя бы 3 раза, хоть за какую-то мелочь. Обязательно похвалите себя. И пока вы будете вспоминать, что вы такого хорошего сделали в течение дня, вы сладко уснете. Так что, дорогие мои друзья, спокойной вам всем ночи и приятных сновидений. Помните о том, что сон играет огромную роль в нашей жизни. Во сне мы молодеем, мы восстанавливаемся, восстанавливаются все наши органы. И будьте все здоровы, счастливы, бодры. И приходите ко мне в гости в следующий раз. В следующий раз я вам, как уже сказала, расскажу о гормоне, который отвечает за наш сон. Ну, а на сегодня все. С вами была любящая вас Виктория Андерсон. Будьте все здоровы и приходите ко мне в следующий раз. Подписывайтесь на меня. Всех вам благ, люблю вас. Пока!